Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я тут вижу, есть две обалденные легендарные фигуры. Это Тайт и Минер. Ну, еще Клопа, конечно, есть, и Омник в целом есть. Короче, здесь обалденные легендарные фигуры. И я хочу сегодня поиграть на драконах. Вот чисто на драконах. Потому что проказ здесь есть, легендарки обалденные есть. Дракона, конечно, не видно, и поэтому мне нужно будет найти пакт мертвецов. Я, конечно, очень надеюсь, что он мне упадет сейчас с первого раза на третьем раунде. И я тогда смогу, соответственно, поиграть через этот пак мертвецов и спокойно себе собрать 5 драконов. Ну, конечно, посмотрим еще, что там, конечно, выпадет мне. В общем, короче, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свои лайки и подписаться, кто не подписан. На мой телеграм-канал тоже подписываемся, соответственно. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Так, клевер. Клевер мне не... Да, в принципе, на самом деле, пусть будет клевер, потому что, ну, может, мне упадет панда. И мы все-таки сможем сыграть на пандах. Не буду играть сразу, говорю, на шаманах целенаправленно вообще. Хоть здесь и есть импресска. И даже если мне упадет нефритовый генерал, нет. Я шаманчиков недавно записал. Я выложил. Все. Не буду играть на шаманах. Не буду. Слишком много контента по шаманам на квадратный метр. Все. Так, берем вот этот предмет. Хочу попробовать вам показать еще и абуз Скаймага. Надеюсь, у меня получится. Абуз на самом деле самый простой. Если пакт мертвецов не падает, то, соответственно, я ставлю себе новую синергию. Если, соответственно, мне упадет сейчас несколько скаев, то я их поставлю, они будут друг друга триггерить. Самое главное, это самый первый источник сделать, чтобы кто-то из них кастанул свою способность, чтобы скаи начали просто тупо спамить своей способностью. Что у нас тут? О, ну это жир. Не-не-не-не-не-не-не. Ранний пакт это жир. Это тупо жир. Так, вот закидываем. Сразу говорю, я не буду ждать, если что, там какую-то там другую фигуру. Не буду сидеть, пытаться, знаете, другие фигуры какие-то перерабатывать. Я вот сразу в тусика закинул однозвездочного, двухзвездочного первого тира. Я хочу просто сразу найти себе драконов и вообще не париться. Найду сейчас фигуры второго тира. Буду второго тира фигуры переплавлять. Что-то, короче, суматоха какая-то на моем языке. Еще и ЦК хочу, кстати, записать. Но сегодня я хочу драконов. Именно вот чисто дракончиков. Вот. Надо. Надо. Сегодня будут драконы. Так, ракетки кинь. Ракетки кинь как надо. Ой, какой ты Ладно. Ну, ладно. Не, Тинкер... Да что ж такое? Кстати, виверночка упала, отлично. Там еще селедочка упала под шубой. Так, ну, мне бы селедку, конечно, бы взять, но это дорого так-то, а? Ладно, вместо Тинкера пока что поставлю, и я вот так вот сделаю, продам. Сейчас посмотрим, если выиграю раунд, то, соответственно, не буду никого продавать, а если не выиграю раунд, то буду продавать. Так, виверна есть. Мне нужен еще один дракон. Это из третьего тира дракончик. Это олень. Мне его надо. Может, под охотниками поставлю. Надо еще, кстати, будет охотников записать с новой траксой. Я думаю, это вообще будет пушка-бомба петарда. Да что ж такое? Что у меня с горлом? Алло. Почему у меня сейчас кряхтит, трепит горло? Что за бред? Что за бред? Я дико извиняюсь, ребят. Я не знаю, что происходит, но в последнее время, как я уже когда-то говорил, то есть тупо сажусь снимать ролик, снимать контент, все дела, и горло у меня выходит тупо из чата. Не знаю, с чем это связано. Возможно, кстати, я сейчас допускаю ошибку. То, что переделываю фигуры, вот, скажем так, с первых секунд. Возможно, допускаю ошибку, но мне в целом плевать. Просто, ну, мне неплохо фигуры-то идут так-то, да? Ну, ладно. Уже делаем. Значит, топим до конца, правильно? Ни шагу назад. Делать контент, так делать контент красиво. В общем, что хочу еще сказать. Да по поводу 5 драконов особо-то мне нечего сказать, потому что 5 драконов это очень сильно, если ты собираешь их нормально, собираешь их через прокаст. Многие просто почему-то
Ну, оно, конечно, идеально стакается под магов, но многие даже не осознают того, что ты можешь играть через 5 драконов, не выставляя энергию магов. Ты можешь тупо играть через драконов. Вот, все. Тупо поставил себе драконов, и все. Просто тебе нужен сильный прокаст, и даже если, допустим, ты думаешь, что тебе не будет хватать урона, но у тебя всегда будет ДК. Ты можешь этого ДК закирить и чилить. Быть на чили на расслабоне. Керри ДК с руки нормально наваливает. Он не прощает керри ДК. Если там хороший заряженный керри ДК под 5 драконами, еще и будет хороший сильный прокаст, будет контроль, то поверьте, ДК сделает работу красиво свою. Просто развалит, будь здоров. Тут как бы гадалки не ходи. А что-то типа олень у меня будет перевоплощаться сегодня или это так? Персонаж из легенд. Ну реально, где мой керри ДК? Я сейчас не понял. Я тоже, если что, хочу сейчас на 5 драконах сыграть, ну, через магов, естественно. Потому что самый оптимальный вариант это начать, наверное, через магов. Хотя на самом деле... На самом деле, лучше бы мне на 15-м раунде упал этот пакт мертвецов, ну, потому что у меня сейчас будут лишние слоты заняты, и все. Сейчас, короче, поставлю 2 скаев, покажу вам, как оно будет выглядеть. Смотрите, сейчас у меня как только кастанет тренд, либо селедка свою способность, 2 ская, они будут друг друга триггерить. Ну и, соответственно, будет наносить довольно-таки нормально урона. Хочу вот сказать сразу то, что если вы собираете несколько скаев с первых раундов, то они очень сильные. Тут, конечно же, по закону подлости Лина закинула свою лагуну не в трента, не в селедку, а именно в моего ская, которого я обузил. Ну, не повезло, не фартануло. Так, здорово. Кстати, друиды хорошо идут. Ну вот что за закон подлости, прикиньте? Вы прикиньте, какой закон подлости? Обалдеть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И... Это жестко. А, еще борода зачухалась. Это жестко. Ну, типа, я не хочу играть сейчас через Траксу. У меня цель играть через 5 драконов. Все, я свой мост настроил на то, что я хочу тупо сыграть на 5 драконов. Все. Вот хочу и все. Хоть ты тресни. Надо делать. Мне еще вингу надо будет найти. Винга на первых раундах не поможет. Я про Скай не дорассказал. Типа, Скай на начальных раундах довольно-таки сильный персонаж. То есть, до середины игры этот Скай может аж прям тащить игру. По полной программе. Протаскивать, ничего делать. Поэтому не недооценивайте Скай. Скай это персонаж, который нормально так вкидывает. Я, конечно, хочу сейчас найти оленя. Потому что уже пора, как бы, да. Поставлю 3 драконов, у меня будет сразу появляться олень со своим спамом. Вот на самом деле олень даже как танк неплохой такой-то персонаж сейчас. То есть мы ставим тупо 3 дракона, ставим Ская и погнали. И будем разваливать. Конечно, там у моих противников столы, дай бог каждому. На самом деле здесь и реликвии есть обалденные. Хочется и аптечку взять, и мастерскую бума хочется взять. Аптечка мне просто поможет разменивать свою хп, которую я сейчас разменю на опыт. Так что аптечка была бы вообще топово. Но и в принципе, если упадет мастерская бума, я от нее не откажусь. О, сюда. Ой, олень упал. Вообще прекрасно. Жизнь лакшери. Так, делаем вот так, вот так. Пакт мертвецов. На самом деле... Вот это берем. Перчатка, которая дает 25% к урону. Если фигура, соответственно, по цене продажи выше, чем та фигура, в которой находится перчатка. Так. Я хочу взять Гриттера. И в Гриттера закинуть сейчас пакт. Так, где пакт? Сюда пакт. Пропал пакт. Я думаю, сейчас выиграешь раунд. Я возьму сейчас мастерскую бума. Ну да, надо брать мастерскую буму, это все-таки топчик. Я хочу еще 2 скаев. Я сейчас надеюсь, мне с первого раза упадет винга.
чтобы получить новую синергию. Просто 400 урона в табло. Бэмс, бэмс. Чисто с дробаша расстреливает. 2600 урона. Нормальный такой Скай. Так, еще есть у меня. Спасибо, Муэрта, спасибо. Ты такая классная. Ты пришла тогда, когда мне ты вообще не нужна. Сейчас по закону подлости мне падает Тракса, мне падает Муэрта, но мне не падает самое важное. Серьезно? Я не хочу сегодня играть через Траксу. Я через Траксу поиграю чуть попозже. Хочу, конечно, еще и друидов поднять по уровню. Если получится трехзадачных друидов сделать, то можно, в принципе, поиграть через этих... Не через нежить, а просто через магов. 9 штук. Будет тоже неплохо. Через вингу, через новую синергию. Если еще и предметы не подведут, то вообще топ будет. Смотрите, бэмс, бэмс, бэмс. Обратите внимание, как Скай сейчас спамит. Когда их двое, они спамят, дай бог, каждому. Просто... Моя сладенькая ты булочка. Спасибо, это все мне. Еще и винга упала, вообще 10 из 10. Мне такой подход нравится. Спасибо тебе большое. И винстрик, и винга. Вот сейчас будет начинаться контент, ребят. Готовьтесь. Сейчас будет развал. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Мне бы, конечно, еще одного Ская бы в 2 звезды сделать. Вообще было бы прекрасно. Просто 2 Ская, они... Ну, 2 звезды Скай намного плотнее, чем, соответственно, в 1 звезду. А мне нужно, чтобы они были плотные. Такие, знаете, увесистые, мясистые герои. А ну-ка смотрим. Бэмс. Просто по 3 целям. Ой, по 2 целям. Я уже, знаете, мысленно призму приписал им. Ну, нормально так разорвал. Хорошо пошло. Не. Не буду эти фигуры покупать. Буду играть пока что как есть. Стол у меня, на самом деле, сейчас такой посмотреть, пахнет бедностью. Реально пахнет бедностью. Ну что у меня тут на столе только есть? Ну, на самом деле, типа, какой бы у меня сейчас слабый стол не был, он по итогу-то наваливает. У меня 3 нежити, 3 дракона, 3 мага. Единственный мой керри это Скай. Из стенки у меня, соответственно, это олень. Не, ну там типочки вообще нормальные такие. Вот на первом месте вы видели, какой у него стол? Просто жесть. Да. Неприемлемо. Неприятно. А ну-ка, ну-ка. Разорву? А ну-ка, поехали. Бэмс. Бэмс. Не, ну это сильно. Это очень сильно. Надо что-то будет подумать, что можно сделать с новой синергией. Это ж вообще ракета, бомба, петарда. Мне инсеки тут пришли. Может перестроиться в инсеков? А? Ладно, ладно, не буду я перестраиваться в инсеков. Я уже поиграл на инсеках. Показал, что инсеки до сих пор живы. Что инсеки все еще в мете. И тот, кто... Ну, блин, не знаю. Их в действительности стало намного меньше, чем было. Но по факту инсеки все равно еще живы. Инсеки все еще довольно-таки неплохо напрягают. И их будет довольно-таки трудно вот контрить. Вот, допустим, в этой игре, если я соберу 5 драконов, и против меня соберется инсек, то единственное, кто меня, наверное, спасет, это только керри, декали и хорошие предметы. Потому что условного, если даже я минера поставлю в 2 звезды, с хорошими предметами, там, духу и тому подобное, то я могу это не затащить. Но мы, конечно, посмотрим. Мы постараемся. Ну, посмотрим. Почитал я, кстати, комментарии. Просили записать Марси через синергию духов. Ребят, все в процессе. Я уже над этим работаю, если что. То есть я целенаправленно хочу собрать Марси через синергию духов под синергию кунг-фу. И поверьте, это будет такой развал. Так как добавили, что теперь чернокнижники дают универсальный отхил, синергию духов можно юзать по полной программе. Мана плюс 50. Блин, как хорошо пришло. Не, хорошо, что сейчас друиды так идут. Но только мне эти друиды, если честно, не особо-то нужны. Мне, кстати, 5 винстрик. Продам Лину, она мне не нужна.
Я, наверное, выйду из экономики. Да, вот так вот сделаю. Возьму себе ТНТ. Мне просто нужен кусок мяса, который меня защитит. Чист это моя опора, знаете. Кстати. Вот так вот. О, не-не-не-не-не-не, да ты гонишь. Вот это я понимаю царский подгон. Чисто посох третьего тира. С первого раза мне упал. Ой-ой-ой. Кстати, Гритер с медузой в 2 звезды и с кумкой. По-моему, я здесь или не продул. Живем? Живем. Хорошо. Ну вот, ребят. Показываю вам импакт Ская. Очень жесткий импакт. Вот согласитесь. Импакт 10 из 10. Ну, ты реально смотришь на мой стол, он реально пахнет бедностью. Но по итогу, даже если он пахнет бедностью, он тащит. Ой, там убийца антимаг, вот это плохо. Вот это и не есть хорошо, вообще не есть хорошо. Блин, ну против убийц будет довольно-таки тяжело. Походу придется мне все-таки сделать керри ДК. Я на самом деле уже подумал о том, что я хочу сделать себе магическую сборку через 5 драконов. Хан. 7 уровень. Ну, благо я тут хотя бы раунд выиграл. Я, если честно, подумал, что я проиграю. Так. Там челу просто с панды упал хан. Скилл и никакого мошенничества. Я тебя понял. Понял, принял, осознал. Там, походу, тоже магов собирают. Не знаю, что там чел собирает с фулгорном. Вообще на ранних раундах фулгорн это такая шляпа редкостная. Единственное, что ты можешь поставить, это, наверное, ну, горный-агр. Но он чисто поставил, скорее всего, из-за того, что он, типа, ну, пришел, отлично, кусок мяса, который можно забузить. Плюс у него там еще и магическая коробка, которая может нормально, как бы, ему легендарочку заспамить, если он, соответственно, через яйцо ее соберет. Просто ранее двухзвездочная легендарка. Эх, жалко у него хаотичный договор. Жалко. Ну да ладно. Ну да ладно. Так бы еще один инстрик бы сбил. Я тоже хочу хаотичный договор. Давай сейчас на 20-м раунде мне падает хаотичный договор. Так, вот я сейчас с убийцей 1 на 1 остался, да? Да, все. Вот, кстати, обузим боевой пропуск. Да, там убийца, видели, какую расстановку сейчас сделал? Смотрите сейчас, как я его переиграю. Просто внимательно. Внимательно наблюдайте, что сейчас будет с этим убийцей. Я сейчас сделал себе вот такую вот расстановку. Во-первых, у него рики стоят по краям. Они будут накидывать свою тучку по краям. Это первый момент. Второй момент. Челофа в середину поставил, чтобы он просто не прыгнул и не поуничтожал моих петухов. Все, поехал расстрел. Упс, упс. А что такое? А что такое? Переиграл, уничтожил, чел аж ко мне на стол зашел. Как ты так сделал? Вот, ребят, абуз боевого пропуска. Почему я говорю, что абуз? Видите, возле противников моих есть галочка. Это означает то, что они ко мне приходили. И, соответственно, я увидел то, что на убийце у меня не стоит галочка, на всех остальных стоит. Я просто посмотрел его расстановку и вынес его с помощью расстановки. Расстановка важна. Ну и, соответственно, важно реально вот чекать таких вот убийц, в которых есть все-таки Рики магов довольно-таки легко контрить. Это просто тебе нужно 2 Рики в 2 звезды собрать, поставить на свой стол под убийцами. Если у тебя хороший еще керри, то, поверь, ты разваливать будет. Ну, черепушка трещать будет неприятно.
Давай, хаотичный договор. По-братски. Сюда. Сюда этот хаотичный договор. Я же губки облизал. Джакира есть в игре. О, мне такое нравится. О, легионка трехзвездочная там. Пу-пу-пум. Кстати, инсек собирается. На секундочку. Я сейчас вот посох уберу. Да, уберу посох. Я не хочу терять стаки своего посоха. Вообще не хочу терять стаки своего посоха, потому что когда я поставлю себе магическую сборку, я хочу, чтобы у меня моя магическая сборка сразу трощила черепушку. Просто, чтобы мои враги не расслабляли булочки. 13 стаков. Ну, они мне пригодятся, эти 13 стаков, поверьте. Поэтому сейчас я посох убрал. Да, я сейчас себе сделал намного слабее сборку из-за того, что этот посох убрал. Но я думаю, оно того стоит. 100%. Стреляем, стреляем. Стреляем, стреляем. Хорош. Боже, как же Скай наваливает. Ну вот, ребят. Реализация Скай на 200%. Я думаю, вы 100% со мной согласитесь. Что такая реализация Скай? Это ой-ой-ой. Я хочу Минера, я хочу Тайда. Я хочу Джакира. Хочу 5 драконов. Давай сейчас, бог рандома. Я беру 10 уровень. Раз. Ставлю себе 5 драконов. У меня сразу Джакира в 2 звезды. Квапа в 2 звезды. Минер в 2 звезды. Тайд в 2 звезды. И кайфуем. Да? Я думаю, да. И ДК в 3 звезды. Вот только ставлю себе 5 драконов. Все, вот такая вот сборка ко мне моментально приходит. Ай-яй. А вот тут, вот все. Вот тут, упс. Меня порезали. Ну вот. Кстати, как убийца может спокойно контрить магов. Но тут было тяжело его как-либо сейчас законтрить, предугадать и тому подобное, потому что все-таки как-никак начало на убийцах катает с 2 реки. Так, я не буду магическую сборку уже ставить. Я себе взял посох 3-го тира, он мне пригодится в любом случае. Я и в Джакира смогу закинуть, и в Тайдуху смогу закинуть. Короче, посох 3-го тира не бесполезный предмет оставляем. А там уже посмотрим, может я вообще пака себе соберу. Да и на самом деле посох 3-го тира отлично заходит под ДК. Под его выжигалку, когда он в 3 звезды. То есть, если соберу себе ДК в 3 звезды, закину в него посох 3-го тира, он будет выжигать там раз в секунду энное количество хп. Так, ну мне по сути, на самом деле, если так посмотреть, то мне друиды вообще не нужны сейчас. Вот серьезно, если так посмотреть, то друиды мне вообще не нужны. Ай, меня тут вынесли. Тролли слишком сильные. Но у него на самом деле такой добротный стол. У него 4 тролля, 4 чернокнижника. Чел жирует, жирует. На мавах я этот посох засуну, но сейчас этот посох мне не нужен. Ну, хотелось бы мне, конечно, Лича достать. Никса хотелось бы достать, потому что, ну, Никс тоже хороший персонаж, но тут не будет прокаста, скорее всего. Поэтому Никс отдыхает. Можно было бы взять себе, попробовать найти Спектру либо Некра. Некр вообще шикарно будет заходить, если честно. Некр со своей косой это вообще имба. Надо будет как-то Некра записать еще, да? Ребятки, а ну-ка в комментариях напишите, Некра записать или нет. Я думаю, стоит. Однозначно стоит Некра записать. Не, ну нормально так Скай наваливает. Хорош. Хорош, хорош. Сейчас посмотрим, что мне за предмет на 3-м тире упадет. Ой-ой-ой, не, ну это мед, ребятки.
Вот это мед, конечно. Это мне нравится. Отлично. Можешь продать все-таки друидов? Ладно, пусть пока что стоят. Пока они мне вообще не мешают. Кстати, ну, нормально я мобов так разобрал. Но это все из-за того, что у меня была стенка. Не было бы у меня стенки, хрен бы я так мобов бы забрал. Это все мне... Ну, на самом деле, это все мне вообще не надо. О. Ну, частично это предмет хороший. Частично, но не более того. Так, еще один скай сюда. Все, 2 ская у меня в 2 звезды. Сейчас они будут наваливать движ. Вообще бы я предметы эти бы переделал. Мне, короче, сейчас не хватает, по сути, только одного ДК. И у меня будет 5 драконов. Ну, по всей видимости, ДК мне не светит, да? О! О! Нанел. Только о нем поговорили, ДК ко мне приходит. Одобряю. Так, бэмс. Агоним. Ой-ой-ой. Не, ребятки, под прокаст. Аганчик. Это то, что доктор прописал. Так, сейчас самое главное сделать себе нормальную расстановку. Помним в голове и держим в голове то, что там есть Рики. Рики драконов триггерит, будь здоров. Бэмс. Поехал движ. Бэмс. Бэмс. Ой-ой-ой. Нормально, нормально. 4800 урона на секундочку, кстати. Аганим, конечно, я хочу закинуть в Тайдуху. Хочу Тайдуху в 2 звезды и закинуть в него Аганим. Там стан будет в вечность. Квапа еще пришла сюда. Ой-ой. Можно было бы, конечно, сейчас убрать одного петуха. Вообще не знаю, нужен ли мне этот петух в лете. Я думаю, в лете он мне 100% не нужен, этот петух. Да, я в лете его продам. И вингу продам. Они мне, в принципе, не нужны будут. У меня не будут таких таргетных мощных способностей, чтобы оставлять себе вингу. Я все понял, дорогой. Все, я понял тебя. Инсек, шаман. Ну, шаман, ладно. У меня есть тайдуха, который может стан накинуть, и, соответственно... Так что может? Я его в 2 звезды соберу, этого тайда. Закину ему аганим, и там на 5 секунд стан будет прилетать. Все. И чел на шаманах ничего не сможет сделать. Перевоплотиться не сможет. Пальчик будет только так. А вот с инсеком будет огромная проблема. Инсек меня может нести, причем в легкую. Вот вся огромная проблема, то, о чем я говорил. Вот, кстати, сейчас будем пробовать с ней бороться, с этой проблемой. Мне бы в идеале, конечно, найти предмет 3-го тира. Это двойные клыки против него. Но мне нужно, чтобы мои драконы часто спамили. Для этого мне нужны будут боги. Ну а боги мне, извините, никуда не засовываются. Но, соответственно, я могу себе сделать Кири ДК. Кири ДК нормально будет наваливать. Цепочка. Цепочка, в принципе, хорошо. Короче, отмена. Все отмена. Я придумал, что мы будем делать. Знаете, я поставлю себе 6 богов через Кири Тайда. А что делать еще? А что делать? Муравью только болт на 28 приделать. Больше ничего не приделать. Потому что, ну вот, мне будет очень тяжело с этим инсеком. 400 урона. Поехали. В Тайдуху все предметы закидываю. Кири Тайд. Когда-то я такое показывал, Кири Тайд. Когда-то такое было, да, ребятки? Когда-то такое было. Да, мне надо будет, короче, еще найти драконий рог себе сверху. И 6 боков тупо поставить. Вот, кстати, минус. Или не минус. Или норм. Или не норм. Или не норм. Или норм.
Бам! Просто 2000 урона сюда и минус убийца. Все. Убийцу мы не боимся больше. Короче, мне нужно найти будет драконий рог. По-любому нужно будет найти драконий рог. Можно поставить, конечно, стяжку сейчас под моего тайдуха. То есть, смотрите, какая у меня идея есть. Мы можем поставить сейчас Магнуса. Магнус — это полуорк-убийца. Можем поставить на первую линию. Магнус будет стягивать. Туда будет, соответственно, закидываться заливка. И все. Не буду так делать. Квапу. Пока что сделаю. Но мне нужно по-любому найти драконий рог. Я нахожу драконий рог. И все. И помянем типочков. Да, надо убирать петухов, они мне ничего не сделают. То есть сейчас ко мне, если придет инсек, он мне оторвет табло. Причем у него камень Киры есть и мать насекомая. Я по-любому мои видосы не смотрел, потому что он сейчас поставил себе камень Киры, мать насекомая в Дума. Но я напоминаю, то, что камень Киры не работает, точнее работает на самих инсектоидов, которые являются изначально инсеками. Но те, кто стали инсеками через мать насекомое, не работает. Запоминайте, ребят, это важная инфа. Кто вдруг на инсеках хочет протестировать, там сыграть и все такое, то запоминайте то, что камень Киры работает только на самих инсектоидов. Как и шапка второго тира тоже работает только на самих инсектоидов изначальных. Ни в коем случае не приобретенных, можно так сказать, да, через мать насекомое. Ни в коем случае. Ценность продажи у них не повышается с помощью камня Киры и шапки второго тира. И не повышается она только при перерождении. То есть в целом повышается ценность продажи, но при перерождении это в учет не берется. Запомните эту инфу. И вот чел сейчас вот играет через Думу, он хавает Думов и думает такой, ну, ща по-любому у меня будет там такой кипиш. Но нет, такого не будет. Инсектоиды у него появляться не будут трехзвездочные. Не, ну может и будут. Там фиолки какие-то и тому подобное. Не, ну, кстати, нормально так кутает до урона под посохом-то третьего тира. Не, ну оно и логично, у него все-таки способность нормально бахает. Отмотка времени сюда. Короче, юзаю ее сразу, в принципе, нет смысла ждать. Двойные клыки! Ой-ой-ой. Омник, это хорошо. Короче. 6 богов. Все. МПС-ка. Это, конечно, кайф. Это, конечно, кайф. Но мне двойные клыки вообще отменно пришли, на секундочку. Прям против инсека это то, что доктор прописал. Поехали. Я не буду дальше думать. Так, ну, вот этих вот уже надо разбирать. Они мне уже по факту не нужны. Хотелось бы, конечно, мне этого Ская в 3 звезды собрать. Мне надо найти еще одного волшебника. Демонического. Оп, Леончик. Так. Пока что куплю, но пока что ставить не буду. Для того, чтобы мне сейчас вынести того инсека, мне надо найти будет драконий рог. Да и на самом деле без драконьего рога можно сыграть. Это будет не то пальто. Боже, как я его разорвал. Еще и винстрик забрал. Сюда. Красота. Давай для красоты еще одного Джекира. И расходимся. Варлок. Так, один типочек вылетел. Но я думаю, серьезно, мне не хватит урона против инсека. О! 2 предмета хороших. Но так как мы играем против инсека, мне, соответственно, нужно будет 6 драконов.
6 драконов у меня чисто из-за того, что у меня появился драконий рог, если что. Драконий рог, напомню, дает синергию драконов в ту фигуру, в которую вы засовываете. Не только плюс тумана, но, соответственно, еще и синергию драконов добавляет. А вот, кстати, чел на инсеках. Бэ. Не, видите, у Тайдухи очень долгое КД. И мне тупо этого не хватает его забрать. Не хватает урона забрать. Значит, надо все-таки поставить себе сейчас будет 6 богов и не париться на этот счет. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Чуток не хватило. 30 тысяч урона, прикиньте. Чуть-чуть не хватило. Вот прям такой, ну прям на донышке. Ладно. Все, ставим 6 богов. Цепочка у меня есть. Спам у меня есть. Омник у меня, кстати, тоже есть. Все. Замечательно. ДК мне не нужен. А зачем он мне нужен? Дума можно взять. Яйцо, кстати, здорово. Но я на самом деле в Джакира не хочу закидывать ничего. Джакира, он такой сомнительный персонаж. Да, я не буду Джакира брать. Мне Джакира не особо нравится. Ну, сомнительный перс, серьезно сомнительный. Леончика поставим, пригодится. Ну что, погнали, вечный стан. Бэмс. Ай, хорошо, просто нормально так я его разнес. Когда-то он ко мне пришел, дал мне лещей немножечко, так сказать, дал отдохнуть. Но сейчас я ему рассказал, что почем. Можно было бы взять это ядро, но я хочу зарандомить, потому что хочу найти себе мифриловый доспех, чтобы всякие там шальные контроли в меня не прилетели. О, призма, конечно, крутая тема, но мне ее некуда засунуть. Кстати, минер. Берем. Минер хорошо, мне пригодится. Вообще отлично, минер пригодится, если что. О, все, он камень Киры закинул в паучиху. Теперь у него будут появляться трехзвездочные фигуры. Угу. Угу. Поможет ли это ему? Посмотрим. Бэмс. Не поможет. Забейте. Вечный стан, здорово. Тайдуха имба. Тайдуха имба. Не, ну такой Тайдуха точно-то имба. Кстати, Свен. Свен не раскрыт. Давайте распечатаем Свенчика. Хана поставим. Ну да, я же, получается, 6 богов уже никак не поставлю. Все. Распаковка, чек. Знаете, для полноты картины мне бы сейчас сюда минеров 2 звезды, омников 2 звезды, ханов 3 звезды. И было бы вообще шикарно. Хоть мне этого и достаточно. Я не знаю, как чел меня там собирается контрить на инсеках, но я думаю, у него никак не получится. Хотя, на самом деле, если он сейчас найдет себе призму, драконий рог, закинет в дума, то могут у меня быть проблемы. Особенно, если полетит этот дум в моего тайдуху. Если полетит в моего тайдуху этот дум, все, то там будет печалька. Омник-то не скинет мне никак. Этот дум. Ну, может, сейчас мифриловый доспех, конечно, упадет. Было бы вообще топчик. Но нет. Но, к сожалению, нет. Еще один драконий рог. Сюда берем. Берем, почему нет? И минерчик пришел. Вообще топчик. И 3 лондруида пришло за раз. То вообще 10 из 10. Я в Квапу закину, кстати, сейчас драконий рог. Потому что Квапа будет сейчас кричать. Будет всех пугать. Прям топчик. Не пришел мне омник. Ну, в принципе, ладно. Будет минер. Не, у меня сейчас отличный стол. А он БКБшку себе там нашел. Поможет ли это ему? Я думаю, нет. Маны у него никакой нету в думах. Поэтому я ему немного сочувствую. Это нет. А чё я должен ему сочувствовать? Он играет на инсеках. Поэтому нет, я ему ни грамма не сочувствую.
Инсектоиды должны страдать. Запомните. Никогда не сочувствуйте инсекам. Смотрите. Ой-ой, у него трехзвездочные варлоки, но это ему не помогло. Не, ну это жестко, это очень жестко. Забейте. Просто без шансов. 36 тысяч урона сюда. Блин, ну я так и не показал. Ну, не, на самом деле я показал вам в целом драконов. Можно же считать, что я показал вам драконов, да? Я думаю, можно считать то, что я показал вам драконов. Или нет? Короче, напишите сами в комменты, что думаете на этот счет. Но я думаю, что я показал вам драконов, но по итогу давайте подведем, скажем так, такую краткую сводку по поводу драконов, как на них можно играть, как в целом, ну, в целом донесу вам свою мысль, да, чтобы вот понимали, что как можно еще драконов развить. Смотрите, мы можем ставить просто 5 драконов без какого-то магического прокаста. Да, магический прокаст драконов дополняет изначально, потому что есть Джакира, куча магов в драконах и тому подобное. Но на них можно играть, не имея магов вообще. Условно, вы делаете себе керри ДК и делаете просто мощную базу в виде прокаста. То есть там Квапа, Тайдуха, Кунка, Думы и тому подобное. То есть все на ваше усмотрение. В это время вы просто керрите себе ДК, и этот керри ДК начинает просто такой: иди сюда, кто ты на меня? И просто всех разрывает. Керри ДК в 3 звезды это вообще дракон элитного класса. Я когда-нибудь вам запишу этого дракончика. Я его под новыми троллями бы записал. Вообще шикарно. Ну как под новыми? Под бафнутыми троллями я бы с удовольствием записал этого ДК, потому что ДК не хватает скорости атаки. То есть перманентно ему реально не хватает скорости атаки. Урона, проблем с уроном у него нет. Благодаря своей форме он получает такое количество урона, что ну его в баню. Вот. Что еще хотел такое сказать? Ну, думаю, суть вы уловили, то, что драконы не всегда нужны под магов. Вы можете играть на драконов, не имея магов, и при этом у вас будет сильный прокаст. Все зависит лишь от вашей смекалочки, как вы будете это все делать. Думаю, суть донес. Ну, в целом, какая-то такая каточка. Поиграл на драконах, называется. Ничего. Мы еще поиграем с вами на драконах. У меня есть идея. Это 6 нежити, 5 драконов. Это вообще будет просто развал кабины. Без смс-регистраций. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментах. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!